что ж, всем привет, с вами я, Витер. Мы сейчас играем Motorcycle Mechanic Simulator 21. Это пролог. Начнем новую игру. Вот так вот. Я, конечно же, ждал эту игру. Потому что она у меня в списке ожидания в Стиме. Я ждал, смотрел. Похоже на Car Mechanic симулятор, понятное дело, только с мотоциклами, с байками. И сделано это все просто должно отлично. Ну, что-то за подвесон был, только что. Блин, а знаете, как плавненько, блин. Люблю вот этих чуваков игры из-за того, что они сделаны адекватно. Реально адекватно. Так, тап открыть планшет, ага. Это ваш планшет, на котором установлено много полезных приложений. Выберите приложение почты. Чё вы нам тут? Первое задание. Добрый день. Поздравляю вас с открытием собственного дела. Быть механиком, наверное, здорово. Во время последней поездки у меня спустило переднее колесо. Отремонтируйте его, пожалуйста. Также нужно проверить уровень масла. Я еще ни в один симулятор мотоциклетного там туда-сюда такого чего-то не играл. Что и особо в мотоциклах, понятное дело, не шибко разбираюсь. А и в машинах тоже, в принципе. Ну, это хуйня. Просто мотоциклетный симулятор механика я уж точно не играл. Ну, нихера себе. Через это нужен суппорт. Фиксатор тормозного суппорта. Сначала фиксатор тормозного суппорта откручиваем. Окейшки. Ну, прикольно еще написано, какой болт стоит. А7. Так, а что нам? Что нам? Нам есть смысл откручивать это? Мне кажется, нет, наверное. Нужно сначала зажим передний, да? Окей. Хорошо. Удержите это на переднем, чтобы начать демонтаж. Вот это переднее крыло, ну да. Откручиваем. Что дальше? Отличная работа. Теперь нужно выкрутить эти 4 винта с помощью этого. Ну, я понял. Я выкручиваю. Это, если что, обучение. Ну, вы, наверное, поняли уже. С первыми винтами справились. Теперь можно снять правое переднее. Ой, правое перо вилки, блин. Правое переднее, чего там, блядь. Ага. Перо вилки. Окей, откручиваем. Хорошо. Зажимчики. Блин, так долго откручивает, капец. Прокачка нужна. Нужна прокачка. Можно прокачаться. Так. Чё, вот это, да? Суппорт нужно, да? Да. Колодочка. Еще одна. А чё они так расположены, блядь? Да. Будто это что-то отдельное. Окей. Теперь колесо. Так, используйте, отлично. Воспользуемся шиномонтажным станком. Окей. Шиномонтажный станок. Подожди. Где он? Я его потерял. Вот это, наверное? Ну да. Чё он мне показывает, куда-то назад показывал? Забрать колесо, разобрать колесо. Принять. Смотрим, как оно это делает. Ну, в принципе, как обычно, да? Взять колесо. Вот мы и закончили первую часть этого задания. Теперь зайдем в приложение магазина и купим новую машину. Открыть планшет. Магазин. Выберите тип мотоцикла. А у нас тут, походу, только 2 мотоцикла, да? Окей. Urban, Chop, Falcon, Hawk и подвеска, колеса. Что нам нужно купить? Шину, да? Классик. Шина классик. Передняя, да? Передняя шина классик. Окей. Купил. Сколько? Блядь.
Казалось, 4000 это шины стоит. Ну, там написано $75. Так, закрываем планшет. Выбираем собрать колесо. Вот это. И выбираем. В принципе, довольно удобно сделано. Интерфейс удобный такой. Кстати, быстрее собирают колесо, чем кар-механики. Прикольно, прикольно. Так, тап. Приложим магазин мебели. Чего? О, прикольно. А что нам нужно купить? Зайти в раздел устройств, выберите балансировочный станок. Устройство, балансировочный станок, купить. Ну да, его же нужно еще отбалансировать. А как его поставить? Ага, у нас есть инвентарь. Балансировочный станок. Установить. А повернуть? Можно как-то повернуть его? Установить. О, можно на улице установить. Давайте вот здесь вот так. Прикольно. Так, балансируем колесико. Ну, в принципе, я думал, это здесь тоже быстрее балансирует. Ну, примерно по времени так же самое, если честно. Как и в кар-механике симуляторе. Так, это меню сборка. Выбираем наше отбалансированное колесо, вставляем все детали на место, чтобы ничего не забыть. Все так вот. Хорошо. Хорошая работа. Теперь установим остальные снятые детали на их место. Удачи. Удачи. Вы сделали все правильно. Удачи. Так, вот здесь зажим. Блин, ебать, здесь, конечно, зажим вообще, блин. Прям болты, прям я ебу. На спицы похоже. Да ладно. Так, что мы еще забыли? Забыли нахуй. Забыли у бабули нахуй. Тормоза, суппорт теперь ставим. Суппорт тоже без всяких там деталей крепится. Вставляем этот. Крыло. Хорошо. Ага, теперь суппорт передний. Здесь, походу, либо 4 мотоцикла. Точнее, есть 2 мотоцикла. Но они в комплектации немножко разные. Что, я все собрал? Это не так уж долго, как я думал. Так. А как его обслужить? Обучение. Очень хорошо. Теперь дольем масло, чтобы завершить вторую часть задания. Перейдите в другой режим. Для этого нажмите это. Это вот так вот. Ага, обслужить мотоцикл. А что-то я нихуя не понял. Он просто сразу, не понял. Прикольный индикатор есть. Сколько заливать. Все. Все? Все, я обслужил. Ну да. Нажать теперь картой нужно. Используйте путешествие по разным местам. Берите порт. Пункт назначения мотоцикла, над которым вы работали, входит за... Если установить не все запчасти, вы получите уведомление. Порт тут это, да? Автодром это. Нам нужен порт. Это что? Анджела Драйв. Свалка. Свалочка есть. Ну, ладно, я понял, походу, что здесь нужно. Кстати, можно ездить, проверять. Это ж круто. Это ж круто очень. Не во всех симуляторах есть такое. Хотя нужно такое делать. Нужно же как-то мотоцикл проверять. First ride. Уф. Касси, нормально так. Не, ну чувака можно, конечно, доделать. Он такой какой-то
А порт, похоже, из GTA 4. Ладно, я шучу. Очень громко. О, блядь. Ну, в реальной жизни я примерно так же самое езжу. Но в реальной жизни я вообще не езжу на мотоциклах. Не знаю, что-то не нравится мне. За переключение фар. А можно как-то свободный обзор? Не? Нельзя такое? Чего? Серьезно? В процессе реализации. А, ну. О, шикарно. Вот вам и флэт-аут. Так, хорошо, давайте в гараж. Прикольно. Используйте колесико мыши или клавишу QE для приближения удаления во время работы с запчастями. С запчастями. Так, ну что же, вы выполнили все части задания. Мотоцикл полностью собран, теперь задание можно завершить. Зайдите в приложение «Почта на планшете». Почта на планшете. Завершить. Окей. Доступно. У нас нихуя не доступно. Так. Поздравляю, вы только что закончили свое первое задание, вы заработали немного денег и очков опыта. Кстати, похоже, у вас есть свободные очки опыта. Давайте подкроем планшет. С помощью так выберем на нем приложение «Прогресс». Окей. Выкручивание сразу быстро. 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 Где оно? Тормозной системы. А, есть это, я понял. К ремонту деталей подвески. Игрок может получать подробную информацию о деталях. Ага, выкручивания нет, да? Закручивание, выкручивание. Намного быстрее. Ну, это, наверное... О, нихера у меня очков навыков. И все. И доступно в прологе. Бля, здесь еще пассивные есть. Вы нормальные. Я потратил, блин. А как его? А как их повысить? Можно откатить. Эх. А как его прокачивать? Или это оно пассивно прокачивается? Если пассивно, то это прикольно. Получилось. Теперь потратим немножко денег. Зайдите в главное меню планшета, откройте приложение карта. Выберите пункт свалка. Плати и едь. Окей, это мы сможем там по ходу мотоцикла себе подобрать. Необходимо полностью, чтобы завершить задание, необходимо полностью собрать... Ну, это понятное дело, блядь. Кто тебе будет мотоцикл отдавать не собранный? Типа по деталям, по запчастям. Ну, если разве на продажу. Так, свалочка. Вроде 21. Эти провисаний больше не было. Вот это одно провисание, которое было, но это еще на средних. На средних работает. Я не ставлю все на высокое, потому что там могут быть проблемы. Так, что у нас здесь не хватает? Левый радиатор классика 20% сбитый. Кожух радиатора левый классика 15% тоже сбитый. 14 крышка воздушного фильтра, расходометр воздух классика 33%, дроссель классика 34%, ну и в принципе все остальное
Разобрана крышка ротора, накладка цилиндра верхний классик, кожух, катушка. Берем Junkyard Moto. О, нифига себе. Окей. Еще от какого-то мотоцикла. Больше ничего? Или может что-то здесь и валяется? О, подожди. Фига себе. Нужно было много запчастей просто положить в одно. Все. Ее так поразбрасывали. О, еще. На велик? Ладно. О, седло. Модерн. Заебок. Заебок. Очень заебок. Я надеюсь, здесь песни не с авторским правом, потому что... Ну его нахуй. Все? Тап, карта и наша мастерская. Интересно, какие детали еще могу чинить, кроме там типа колеса и так далее. Че они там, каким образом они вообще типа чинятся, или их проще купить, заменить и все. Ау, он же здесь стоит. Да, здесь много чего нету. Как интересно. Вот мне не хватает деталей. Статус мотоцикла. Ну, статус мотоцикла не очень, если честно. Сборка. Вот мне не хватает, например, вот этой передней вилки. Я могу ее как-то добавить? Я понял, не могу я добавить, чтобы, ну, типа, быстро покупка. Жалко. Подожди. Он так не выбирается, как в механике, окей. Демонтаж, осмотр. Осмотр. Не, статус. Блин, жалко, нету здесь, чтобы купить все детали недостающие. Стол для ремонта. Не добавьте запчасти. Окей, здесь тоже можно. Хорошо. Теперь приступаем к разборочке. Ну, что-то я не то, походу, разбираю. Так, первое. Ну, блядь. Это сборка у меня стояла, что ли? Да нет у меня. Ёб твою мать, не могу совладать с этой игрой. Не? Ага, супер. Блин, ну тормоза здесь, конечно, странные как-то смотрятся. Не, серьезно, в реале так само, блин, отдельно, что ли? С двух сторон. Это вообще не очень безопасно. Мне так кажется. Да ладно, это хуйня. Полная дичь. Поебать. Разбираем его, наверное, полностью нахер. Так, цепка у нас просто разбирается. Окей. Это что было? Да ладно. Короче, наверное, полностью разберем его сейчас. Потом соберем. Просто нужно еще знать, какие детали купить на него. Так будет проще, если мы разберем его и потом будем постепенно собирать. Так будет удобнее, мне кажется. Из-за того, что мы сможем покупать детали. Постепенно. Окей. Брызговик тоже.
Так, а что здесь? Ага, заднее крыло. Хорошо. Так, что у нас? Вот это. Ну, ее, походу, нету с этой стороны, да? Тоже снята. Ну, а что мы хотели? Купили его на свалке и что там, мотоцикл полностью целый попадется или что? Нет, конечно. Так, что здесь еще нужно разобрать? А, вот какой-то монтажная пластина. О, я нашел аккумулятор. В принципе, прикольно. Под жопой, чтобы жопку грело. Если он, конечно, нагревается сильно. В этом я сомневаюсь. Блин, ну ебать, он долго, конечно, раскручивает, это пиздец. О, хорошо. Болты теперь будут быстрее раскручиваться, все будет быстрее раскручиваться. Это ж очень хорошо. Так, это не снимается уже. Выхлопную систему. Все. Вот это. Это фильтр у нас, да? Радиатор, точнее. Ну, я не думаю, что там с движком какие-то проблемы, но все же проверить стоит, потому что много деталей у нас по сути нету. И хер его знает, что работает, что не работает. Нам надо, чтобы он ехал. Так, бак, блядь, ты снимаешься, нет, нахуй? Расходометр воздуха. Блин, а движок можно как-то снять отдельно, чтобы его куда-то переместить? Угу. Вот эта хуйня нам открутить нужно, чтобы полностью подвеску снять. Хорошо. Педалечку. Рычаг тормоза. Бля, нахуй я... А, там уже, кстати, свечи. А здесь где у нас свечи находятся? Коленвалы, это понятно. Где у нас свечи находятся? Ладно, найдем. Там с свечой какие-то проблемы были еще. Не, ну движок реально снимается как-то, нет? Чего, нужно полностью разбирать, что ли? Здесь какой-то провод мешает. Он не снимается ни хера. Колпачок муфты. Да ладно, нам нужно все снимать. Блин. Удобненько снимается, если честно. Чё еще, чё еще? Тут не снимается ни хера. А, вот точно. С этой же стороны тоже нужно. Окей, отлично. Ё-моё. Так, это. Так, что еще? Что еще? А, ну вот, вал, конечно. А это я здесь уже все разобрал. Что не могу снять? А чё вот это не... А, может просто нету... Что-то войну... А оно вообще что-то уже не разбирается ни хера. Я вообще что-то не вкуриваю. Ага. Ёбаный рот. Там такая маленькая залупина, и я не мог из-за этой маленькой залупины дальше разбирать.
Здесь тоже, да, где-то маленькая залупина, вот. Угу. Ебануться. Вы серьезно? Только вот теперь можем бак снять. Жестко, жестко. В том-то и сахар, конечно. Ну, очень детально все показано. Это очень радует. Так, блядь, тут тоже какая-то залупина мелкая, да? Есть, которую нужно снять. Он показывает на красненькое, но что-то ты проходишь ни хера, что-то вообще. Может, с той стороны что-то? По бокам, не? По бокам что-то снять там. Может быть. Не, ну прокладку там показывают, ну типа... Я прокладку не могу там снять. Ну а как я это сниму? Допустим. Вот эти вообще должны сниматься. Фиксаторы. Распредвала. Ну, там, походу, еще что-нибудь. Гаслейл, Уля. Ну, это нужно проверить. Давайте, короче, вот так вот сейчас. Я думаю, там все должно быть нормально. А можно как-то все добавить? А что, реально нельзя все добавить? Чеконите. А, их нужно вот так вот, таким образом выбирать. Ну, блин, это тоже зашквар, если честно. Ну, там все не в очень хорошем состоянии. Восемь деталей, походу, можно только выбрать. У меня этих деталей... Ага. А, он не может, у него не хватает этого. Можно больше деталей, но у него прокачки не хватает, чтобы выбирать их. Или нет? Что-то я ни хера не пойму. Вот здесь он не может, а вон те я не знаю, что. Наверное, максимальное количество 10 запчастей, походу. Ладно, давайте собирать тогда. Да, там цилиндр, походу. Бля, он вообще в хуевом состоянии. Стол для покраски есть. Бля, по одной детали. Это бесит, когда по одной детали. Ну чё, довольно прикольная покраска. Все? Все покрасил. А, по одной детали это жесть, это жесть, это жесть. Полнейшая жесть. Угу, это не может, это может, это может.
Что он еще может? Вот это может, вот это может. Вот это. А это он не может. Вот это может. Бля, пиздец, там деталей куча просто. Мне кажется, проще было бы купить новые, наверное, какие-то. 10%. Все в ужасном состоянии. Бля, ну я не могу так собирать. Не хочу я по 12%. Это не очень прикольно. Там есть пластиночка. Это я вот здесь не пойму, как разбирать. Все? Там починила? Бля, да здесь все нужно этот ремонтировать. Щуп, классика. Все, блин. Да, по 10 запчастей только. Давай посмотрим в магазине. О, магазин есть один. В смысле? А, он не может пока что. Серьезно? Нету? Нам недоступен магазин. А, блин, я даже не могу отремонтировать, я понял. Короче, придется так собирать. Это то крыло, что мы купили на этом. Новое задание, собственно. О, магазин открыт. Да, здесь 3 мотоцикла. Так сказать. Ага. Ну еба. Угу. Давайте соберем пока что так вот, как он есть. Потом я подумаю, можно будет собрать его вообще, типа, в отличное состояние. Ага. Просто интересно, насколько он сможет поехать. Если мы по-быстрому соберем. Если что не будет, докупим. И будет хорошо. Оу, а у нас даже нету этого переднего. Перо вилки левая. Левое перо вилки. Так, это у нас что, тормоза, да? А, подвеска. Перо левой вилки. Где оно? Здесь разные фиксаторы, кстати, есть, прикольно. Или это трансмиссия? Не? Нихуя это не трансмиссия. Это подвеска, скорее всего. Перо. Где, блядь, перо левой вилки нахуй? Где это грёбаное перо нахуй? Аксессуары. Ну это ж не аксессуары, блядь. Ага. Щуп. Кстати, щуп тоже нужен. Левая выхлопная труба, ага. Правая выхлопная труба. Заебись, нахуй. Это руль, может быть. Нет, нихуя, это не руль. А где оно, блядь?
Перо, блядь. О, нихуя себе. Перо, вилки левые. Нам нужен левый, да? Модерн есть, классика. Берем классику. Нам главное, чтобы он ездил. Ага, у нас еще нет вот этой хуеты, да? Что это было? Зажим передней оси, левый. Зажим. Бля, как он долго... Блять, табам нахуй нужно научиться. Чё, это все? Все, передняя часть собрана? Ничего больше не нужно? Окей, хорошо. Кожух двигателя тоже нету. Кожуха двигателя тоже нету, окей. Бля. Вот мне непривычно. Первый раз играешь и понимаешь, что где находится. Кожух. Вот так вот. Так, тапом быстрее. Нужно запомнить. Интересно, с этими деталями она вообще поедет, блять. Бля. Escape нажимаю. Крышка ротора. Крышка ротора. Блять, шка. Масляного фильтра. Крышка ротора. О, нихуя. Нихуя тут крутить нужно. Так, это я собрал, да? Ага. Нужен переключатель КПП, блять. Вал КПП. А чё, все? Там еще что-то было нужно. Типа прикольно, детали можно отдельно красить. Уже что, любую деталь, наверное. Ну, может, не любую прям. Детали кузова, наверное, можно только покрасить. Прикольно. Очень круто. А заднее колесо тоже в ужасном состоянии. Прям пиздец. Бери и покупай все, все запчасти новые. Ну, не все, конечно, запчасти новые покупать. Здесь можно половину запчастей просто что починить, но просто что нету быстрого вот этого доступа к магазину, чтобы можно было выбрать деталь. Какие детали тебе нужны, ты добавляешь в списочек. Может и есть, просто я не вижу, где она находится. Ну, я-то первый раз такое играю. Ну, такое. Симулятор мотоциклиста. Может здесь и есть, а может еще не добавили, кстати, хер его знает. Я бы, конечно, его видео восстановил, конечно. Что это видео бы заняло, наверное, не 40 минут, не 50, а часа полтора, наверное. Потому что тебе только полчаса нужно искать все детали, которые нужно прицепить. Вот это, что больше всего занимает времени, это поиск деталей, наверное.
Блин, как хорошо, что здесь не все детали, не все детали крутить нужно, закручивать. Вставляешь по-быстренькому туда-сюда. Все работало. Обслужим мотоцикл, проверим. И все. Поедет. Хорошо, не поедет. Ну, поебать. Потом восстановим. Бля, не говори. Вот, сука, нету этой хуйни. Так, заднюю часть, блядь. Давайте соберем заднюю. У него, походу, выхлоп... А, не, есть выхлопная система. Я думал, у него нету. Ага, вот этой части как раз и нету. Ебать! Как неудобно. Как неудобно вот это переключать. Ты Escape нажимаешь, хочешь идти в магаз. Выхлопную систему нужно купить. Где у нас тут? Аксессуары, трансмиссия, двигатель. А, да ёбаный. Вот. Идеал. Чего? Идеал? Ха. Классика. Это у нас правая, да, получается? А, нет, это левая. Блин, здесь нету такой фишки, чтобы... Скорее всего, нету. Так, накладка цилиндра. Диагностического стенда. Накладка цилиндра. Купить. А, вот она, катушка зажигания. Я думаю, где она, где она? Она вот здесь. А вот здесь. Катушки у нас совсем нету. Катушка. Зажигание. Куда она подключилась? Да ладно. Давайте разберемся с вот этим. Мы же там отключали его. Нужно собрать топливную систему. Она такая муторная, конечно. Специально сделали, походу. Смотри, такие маленькие детали. Вообще прям. Он, кстати, белый, его покрасить, походу, можно. Я там какую-то деталь красил. А, крышку бака, по-моему. Или что? Что такое? Так, что я там еще не собрал? Бля, эскейт нужно там было все. Это тоже левая, да, сторона? Аксессуары. Давайте КБ новый хоть купим. Крышка бака, ну да. Вот этого, мне кажется, нету. Модерн. Наверное, классику прикупить. Давайте еще пробку бака купим. Какая разница? А те... Где у нас кузовные детали? Блин, а здесь довольно много этих предковиков всяких там. Далее. Прикольно. А походу нету.
Окей. Собираем то, что есть. Я же все уже собрал. Ну, накладки нету. Да ёбаный в рот. Чтоб ты всралась нахуй. В смысле, а я не могу собрать этот? Там же аккум должен стоять. Че я аккум не могу собрать? Бля, он все равно назад уходит, да? Хуёво. А руль у нас, походу, не до конца будет собран, да? Потому что его здесь не было. Ну, конечно. Как аккум туда посадить? Я что-то, походу, не закрепил, да? Там крепеж какой-то должен быть. Что-то я ни хера не понимаю. Что-то, в принципе, все есть. А вот так завести можно на стенде? Или нет? Двигатель 40%, электроника 25%. Так ебать, я и хочу электронику поставить. Мне аккум нужно поставить. Чё он не ставится нахуй? Давайте хоть рулевой рычаг купим. Это же аксессуары, походу, да? А, не. Колеса, трансмиссия. Подвесочка. Блин. Ползунок, сука. Блин, оно так раскидано, вот эти переднее крыло там. Еще что-то. Раскидано, и хуй пойми, где что находится. Немножко неудобненько. Мне кажется, я что-то там не дособрал. Руль. Давайте уже модерн купим, что ли. Ой, и классику, и модерн, все подряд, блядь. Так, вроде все. Давайте модерн возьмем. Слушай, да? Так. Мне кажется, я что-то забыл. Что-то забыл здесь поставить. Внутри, ебать. Вот, нахуй. Предохранитель ебучий. Фух. Конечно, новые КБ, вы чё?
классика. Модерн поставим, блядь. Чтоб можно было ездить тут нахуй. Так, если мы сейчас выдвинемся, нам скажет, чего нам не хватает, правильно? Вперед. Накладка передняя левая, накладка держатель накладки, правой накладки, кожух рулевого колеса, распредвал КПП, приводная цепь. Ебать, у нас тут не хватает, конечно. А как я нахуй его не поставил, блядь? Как это так? Или игра типа тебе не сообщает, что ты поставил, что ты не поставил? Походу как-то так. Я где-то распредвал нахуй не поставил. Ладно. Ладно, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим. Потому что здесь муторно с этим мотоциклом, нужно разбираться и так далее. Посмотрим в следующей серии. А серия еще одна стопудово будет, потому что игра прикольная. Прикольная. С мотоциклами можно долго копаться. Ну, что ж, всем пока. С вами был я, Забавитр.